богини судьбы, три сестры Мойры. Слово «Мойра» в переводе с греческого языка означает «доля», «часть», со значением «участь», которую получает каждый человек при рождении. В древнегреческой мифологии Мойры – это богини судьбы. Первоначально в представлении древних греков судьба воплощалась в каком-либо неодушевленном предмете, фетише, являвшемся носителем жизненных сил. Когда возобладали анимистические представления, вера в одушевленность природы, магическая сила, которая была заключена в фетише, стала представляться самостоятельным божеством, наделяющим той или иной участью человека. Это божество изрекало ему свою волю, а также определяло его дальнейшую жизнь. Мойры понимались теперь уже как рок, то, что изречено, и судьба, то, что суждено. Они представляли собой темную невидимую силу, которая не имела отчетливого антропоморфного облика. Именно поэтому изображение Мойр в античном искусстве встречается довольно редко. Первоначально считалось, что у каждого человека есть своя судьба. Однако с развитием олимпийской мифологии устойчивыми стали представления об одной, двух, а затем и трех Мойрах. Наиболее распространенный миф о трех сестрах Мойрах. Архаические Мойры были дочерьми Никты, богини ночи, породившей также смерть, Танатос, сон, гипноз, возмездие и отмщение, Немезида, легкокрылую радугу, Ирида, и вечера, Геспериды. Согласно Гомеру, Мойрами, предыдущими нить человеческой судьбы, были три сестры: Лахесис, дающая жребий еще до рождения человека, Клота, предыдущая нить человеческой жизни, и Атропос, неотвратимое, неуклонно приближающее будущее. Представлялись они в образе суровых старух: Лахесис с меркой или весами, Клота с веретеном в руке, Атропос с книгой жизни и ножницами. Разрыв нити означал смерть. По Платону Мойры владели силами высшего небесного правопорядка и изображались им женщинами в белых одеяниях, головы которых венчали венки. Они вершили под музыку небесных сфер настоящее, прошлое и будущее. Платон называет их дочерями богини Ананки, необходимости, которая вращала мировое веретено. Богиня Лахесис отвечала за прошлое. Она назначала жребий еще до рождения человека, а затем следила за его исполнением. Лахесис как бы разматывала и пропускала сквозь жизненные невзгоды, превратности судьбы и всю жизнь смертного человека ту нить, которую для каждой судьбы пряла, в свою очередь, Клота. При этом невозможно было нарушить жребий, поскольку его исполнению помогали все боги Олимпа. Клота была Мойрой настоящего. Она пряла нить судьбы, на которую нанизывались события настоящего времени в жизни человека. Атропос – Мойра будущего. Это она перерезала ножницами нить человеческой жизни, обрывая ее. Отношения между Мойрами и олимпийскими богами были сложными. Так Зевс, желая узнать веление судьбы, самолично взвешивал жребии человеческих жизней на золотых весах. Однако существует вариант мифа, по которому именно Зевс был отцом Мойр, рожденных Фемидой,
В этом случае он рассматривался как Мойрагет, водитель Мойр, почитаясь в этом качестве в Дельфах наряду с Аполлоном, который выступал в роли пророка Зевса и защитника установленного им порядка. Как бы то ни было, и в первом, и во втором случае три сестры Мойры сопричастны с Зевсом, который именуется Морием. Согласно надписи на жертвеннике в Олимпии, Зевс именуется вершителем судеб. По словам Павсания, это означает, что Верховный Бог знает человеческие дела и все то, что предопределяли Мойры, и все, в чем они отказали. Не случайно в храме Зевса Олимпийского в Афинах над головой статуи Отца богов и людей находилось изображение Мойр, что являло перед всеми тот факт, что предопределение и судьба повинуются одному только Зевсу.